В Сиэтле еще спала большая часть города, когда Клэр Харрис толкала скрипящую уборочную тележку по мраморному полу офисного здания на набережной. Свет ламп делал ее отражение усталым и постаревшим, хотя ей было всего 32. Сжимая дрожащими пальцами главный ключ, она ощущала не холод, а страх выживания от зарплаты до зарплаты. Долги давили, а у Клэр было лишь $300. Ее старенький Honda Civic шептался с парковкой, напоминая о каждом километре и каждой мелкой поломке. Она тихо открыла дверь с позолоченными буквами «Габриэль Стоун, генеральный директор». Человек в этом имени был для нее тайной. Острый костюм, холодные глаза, мир, где такие, как она, просто исчезают. Клэр выполняла свою работу автоматически, вытирая столы и убирая мусор, когда ее взгляд зацепился за толстую папку на столе Стоуна. Она раскрыла ее и увидела цифры, которые не сходились. 47 миллионов вместо 64. Кто-то завысил суммы, пытаясь подставить Габриэля, заставив подписать ложный банкротный документ. Сердце Клэр сжалось. Она знала, что должна что-то сделать. Телефон, старый и потрепанный, стал ее инструментом. Она сфотографировала страницы и оставила аккуратную записку. «Мистер Стоун, проверьте цифры на странице 7. Общий долг 47 миллионов, а не 64». Быстро исправив папку и вернув ее на место, Клэр вышла из офиса, не дыша. Когда Габриэль приехал на парковку, его взгляд был опустошенным. Он заметил стикер, дрожащими руками прочитал записку и понял, что кто-то спас его компанию. Слезы блестели в его глазах. Клэр, одна из многих, кого никто не замечал, стала причиной спасения огромного бизнеса. Через несколько минут она оказалась свидетелем разоблачения партнера, планировавшего подставу. Габриэль поручил Клэр наблюдать за процессом. Один маленький акт смелости перевернул жизнь двух людей. Позже Клэр получила предложение остаться в компании, но уже не невидимой уборщицей. Ее новая должность – младший аудитор, с реальной возможностью влиять на судьбу цифр и людей. С каждым днем она училась видеть несостыковки, исправлять ошибки и доказывать, что даже маленький шаг может изменить целую систему. Прошло время. Истории о невидимой женщине, которая спасла компанию, распространились по отрасли. Клэр продолжала помогать тем, кто оставался незамеченным. Ее дочь, Элли, теперь видела маму не как усталую уборщицу, а как человека, который не побоялся действовать, когда это было нужно. Ветер Сиэтла носил запах дождя и новых начинаний. Клэр больше не была невидимой. Она знала, один честный поступок может изменить не только компанию, но и целые жизни. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.